Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами отложим наше очищение кухонных поверхностей, посуды от нагара и жира и тому подобное. Сегодня мы с вами проверим один лайфхак и трюк, который я увидел недавно в интернете, который собрал почти 23 миллиона просмотров, я не знаю. Какой-то индус пробовал точить кухонный нож на обычной керамической плитке. Сегодня мы с вами это и попробуем. Лайфхак это, либо просто миф. Погнали! И для начала посмотрим на нож. У нас обычный шеф, талер. Он, в принципе, заточен. Да? Он как-никак режет. И сейчас мы его с вами просто-напросто вот так вот так вот будет. Как серпом по яйцам. Ну так, я думаю, будет вполне достаточно. Он уже совершенно тупой. Посмотрите. Все. Он уже ничего не режет, он просто рвет бумагу. Все. Теперь приступим к лайфхаку. Для этого нам потребуется, как я уже сказал, обычная кафельная плитка. В нашем случае напольная. Вода. Плитка имеет свойство хорошо впитывать воду, так что воды потребуется, я думаю, достаточно большое количество. Все, и берем, прикладываем нож и начинаем точить. Чуть-чуть с этой стороны, чуть-чуть с этой стороны. Ну вот, спустя буквально 5 минуточек, даже меньше, наверное, минутки 3. Давайте попробуем, что получилось. А толком не получилось ничего пока. Нож как не резал. После того, как мы его затупили, так, в принципе, не режет. Слегка, возможно, слегка он стал лучше. Но до бритвенной остроты здесь еще очень далеко. Продолжим точить. Смотрим на результат. Но не по всей плоскости ножа. То есть вот эта часть, она, начальная кромка, вот это вот хорошо уже заточилась. Смотрите. Это скорее всего от того, что у нас нож не полностью прилегает. Допустим, вот эта кромка, вот эта часть, да, она хорошо по плитке лежит. Плитка может быть неровная, либо, ну, скорее всего, она неровная. А вот эта часть с моей стороны, гораздо лучше, конечно, видно, имеет небольшой просвет.
Возможно, из-за этого, возможно, не из-за этого. Сейчас мы поточим еще минуточки, 2-3, и посмотрим, что у нас из этого получится. Но, в принципе, лайфхак уже процентов на 50 рабочий. Так, тест номер 3. Но вот это уже похоже на более-менее заточенный нож, который у нас и в принципе был. Для кухонных задач этого в принципе вполне себе хватит. Чем острее ножи, тем быстрее отлетают пальцы. Допустим, вот мои ножи, обычный маленький ножик для овощей, он в принципе в таком же состоянии находится, да, и очень прекрасно себя чувствует. Либо, допустим, шеф-нож, которым я в принципе постоянно готовлю, он слегка острее, но я его использую для резки мяса, рыбы и так далее. Он, конечно, чуть поострее, чем все остальные, но это и требуется для мяса и переработки каких-то замороженных, допустим, продуктов. Данным ножом мы режем что-то на природе, либо какие-то продукты, которые не хотелось бы использовать с хорошим ножом. Давайте попробуем на шампиньончики. Ровненький срез. Все, в принципе, режется довольно-таки прекрасно. Также режет, в принципе, и мой шеф. С учетом того, что им можно срезать чуть-чуть потоньше. Я вас уверяю, данная стратегия для кухонных нужд вполне достаточно, чтобы не отлетали пальцы в разные стороны. И при скоростной нарезке этого будет вполне себе достаточно. А лайфхак можно считать годным, но процентов на 80, потому что нужно найти как минимум плитку, как минимум она должна быть ровная, плюс вам нужна вода, ножи, минут 20 свободного времени, чтобы все это наточить, но тем не менее это работает. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии, что бы ты хотел увидеть в следующем видео, что протестировать, возможно какую-то бытовую химию, либо какие-то продукты, либо интересный лайфхак. Пока!